Добрый день, дорогие друзья! В прошлом видео мы отметили, что покупаем еду, чтобы быть сытым и дать организму пользу. Как проверить свежесть продуктов и их качество непосредственно перед покупкой на рынке, в супермаркете или вам принесли ваш заказ даже домой? Например, рыба. Рыба хорошо хранится только в том случае, если соблюдаются все условия ее хранения. К сожалению, производителям это удается далеко не всегда. Как различить, что перед нами именно свежая рыба? Покупка свежей рыбы очень тяжелый вопрос, если вы не знаете, на что именно обратить внимание при выборе этого довольно скоропортящегося продукта. Во-первых, обратите внимание на ее запах. Вы должны ощущать аромат моря или йода. Во-вторых, загляните рыбе в глаза. У свежей рыбы зрачки будут выпуклыми, прозрачными и блестящими, однородного цвета. Это признаки свежей, безопасной для здоровья рыбы. Чешуя свежей рыбы должна быть целая, неповрежденная, блестящая и упругая с красноватыми жабрами. Мясо у качественной рыбы должно быть розоватого цвета, а никак не коричневое. Если вы еще все сомневаетесь, опустите рыбу в таз с водой. Свежая рыба при погружении в воду потонет. Мясо. Чтобы научиться выбирать свежее мясо, придется немного потренироваться. На свежем, хорошем мясе не должно быть никакой посторонней жидкости, крови, слизи. Куски должны быть ровные, упругие, цвет ярко-красный, мясной сок прозрачный. Рыхлое, неестественно розовое мясо, скорее всего, было выращено на стимуляторах роста. Свежее мясо всегда плотное, со слегка увлажненной поверхностью, а некачественное мокрое или липкое, выделяет мутный сок. Надавите пальцем на мясной разрез, образуется ямка на свежем мясе, быстро выравнивается, а на недоброкачественном не выравнивается вообще. Если вы покупаете мясо в вакуумной упаковке, то проверьте, что в ней нет жидкости, крови и слизи. Само мясо при этом должно быть ровным и упругим. Мясо птицы. Диетическое мясо птицы очень популярно, оно невысокой жирности и очень полезное. Чтобы выбрать качественный продукт, обращаем внимание на внешний вид. Мясо должно быть упругим, проверить просто, нажать на него пальцем. Кроме того, на птице не должно быть много белых прожилок, иначе это говорит о том, что птицу кормили гормонами, а значит, такую покупку лучше не делать. Яйца. Проверить свежесть яиц проще простого. Наполните обычный стакан водой и пустите в него яйцо. Свежее яйцо потонет и ляжет на дне на бок. Есть еще варианты. Яйца недельной давности всплывут тупым концом вверх. Если яйцо совсем не свежее, то оно будет плавать на поверхности воды. Этот совет особенно актуален для тех, кто избавляется от упаковки с маркировкой, а затем забывает срок годности приобретенного им продукта. Стоит ли сказать, что несвежие яйца есть ни в коем случае нельзя? Покупайте только свежие яйца, дата изготовления и срок годности указаны на упаковке. Хранить в холодильнике их не обязательно, достаточно оставить их при комнатной температуре. Вино. Простейшая проверка вина на подлинность с помощью обычной пищевой соды. Чайную ложку красного вина влейте в емкость с небольшим количеством соды. Натуральный качественный напиток поменяет цвет, он станет более темным или серым, а подделка останется точно такой же, как она и была. Обратите внимание на количество осадка. Хорошие вина обязательно содержат так называемый винный камень, после взбалтывания оседающий на дно. Запах и внешний вид пробки очень важен. Пересохшая, протекающая или с затхлым запахом вообще пробка – показатель некачественного напитка. И, конечно, вкус вина, который ни в коем случае не должен иметь спиртовой привкус. Замороженные овощи. В супермаркете сегодня можно найти замороженные овощи, фрукты, ягоды. Современные технологии заморозки позволяют сохранить в них полезные вещества, но все же выбирать такие продукты все равно следует осторожно. Если вы решили купить овощи на развес, то обратите внимание на их внешний вид. На них не должно быть наледи и снега, так как это говорит о нарушениях в условиях хранения. В идеале на плодах должен быть только легкий иней.
На сегодня все. Оставайтесь с нами, берегите себя, это сейчас самое важное. Я уверен, все будет хорошо.